Всем привет! Я Марина, и с вами Школа Сакрамел. К сожалению, далеко не все мастера знают, как правильно работать с жесткой кутикулой. Травмируют ногтевую пластину и оставляют пропилы. В этом видео поделюсь лайфхаком, как можно все-таки справиться с таким типом кожи. Поехали! Сразу посмотрим поближе. Здесь маникюру около 2 недель. Кутикула видно, что плотная и стелится на ногтевую пластину. Обратите внимание, что за кутикулой красная область. Это говорит о том, что близко расположены капилляры. Да и в целом, видите, ручки такие красноватые, что говорит о том, что кожа достаточно нежная. Мы видим даже несколько порезов на руках у модели, поэтому будем работать максимально аккуратно, несмотря на то, что кутикула плотная. Выполняем снятие старого покрытия, как видим, некоторые нюансы, погрешности, поверхность не совсем где-то ровная, поэтому снимаем старое покрытие, убирая какие-то отслоечки и воздушные карманы. По поводу жесткой кутикулы. Тут нужно правильно с ней работать. Для этого мы можем взять, например, насадку с более жестким абразивом. Либо мы можем срезать кутикулу при помощи также фрезы с синей насечкой, которая будет более жесткая и будет удалять эту кожу. Если мы будем срезать просто режущим инструментом, то скорее всего кутикула будет удаляться не полностью. Вот сейчас после снятия, посмотрите, прямо видно, как она пластами стелется по ногтевой пластине. И как много было отслоек, хотя на первый взгляд снятие выполнялось нормально. И тут важный момент. Для того, чтобы тщательно проработать эту кутикулу, необходимо раскрыть подкутикульный карман и заводить апельсиновую палочку не под птеригией, а над, для того, чтобы просто кармашек кутикулы раскрывался, чтобы мы дополнительно не приподнимали чешуйки натурального ногтя и не забивали его туда под кутикулу. Еще вот один такой лайфхак. Смотрите, как можно быстро убрать птеригий. Просто пройтись пилочкой с мягким абразивом, либо бафиком в зоне около кутикулы. И вот так вот легко и быстро он убирается, и нам уже не придется долго, муторно работать с насадкой для того, чтобы его убрать. Нам будет гораздо проще и быстрее с ним работать. Для обработки беру насадку с синей насечкой, такое удлиненное пламя для того, чтобы подлезть в труднодоступные места. Потому что если кутикула стелится, то, как правило, нам нужно проработать все достаточно тщательно и глубоко. Для этого выбираю насадку с удлиненным носиком. Ну и также у моей модели очень сухие боковые валики. Специально их полностью не шлифую, для того, чтобы не тратить время для работы этой насадкой. Лучше такие жесткие валики лучше обрабатывать насадкой с большей площадью. И для этого я буду использовать скругленный цилиндр, в моем случае синяя насечка, и еще белая. Обратите внимание, это говорит о том, что насадка имеет специальное жемчужное напыление, которое будет не просто срезать кутикулу, но как бы и заполировывать эти чешуйки. Такое бережное удаление кутикулы. Мне очень нравится такой эффект после насадки. И обратите внимание, несмотря на то, что насадка свежая, несмотря на то, что мы уже хорошо раскрыли карман кутикулы, срез идет достаточно проблематично. Поэтому я не останавливаюсь на одном месте, чтобы не перетирать кутикулу, чтобы не вызывать нагрева кожи, иначе клиенту просто будет неприятно. Периодически ухожу в другое место, например, обрабатывая боковой валик, и затем уже возвращаюсь снова к кутикуле. И вот такими движениями мало-помалу удаляю кутикулу. Вот некоторые могут спросить: ой, неужели здесь не проще было выполнить срез при помощи режущего инструмента, например, кусачек или ножниц? Но дело в том, что для данной модели лучше подходит чисто аппаратный маникюр, потому что если срезать такую сухую и плотную кутикулу, то большая вероятность возникновения вновь мелких заусенец буквально через 2-3 дня. То есть наверняка вы замечали, когда вы сделали маникюр, либо вам сделали маникюр, смотришь на ногти и как будто бы маникюр вовсе не делали, через 3 дня все уже заросло и пластами, и кутикула растрескивается. Вот если у вас такое было, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Мне кажется, это достаточно частое явление, поэтому выбираем именно аппаратный. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата.
Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И посмотрите на наш результат уже после обработки. Видно, что валики заполированы и красиво смотрятся. На самом деле, моя самая любимая часть в маникюре – это как раз-таки обработка кожи и кутикулы. Когда вот была такая плотная, сухая кожа, и сейчас такой красивый заполированный валик, я вообще прям обожаю этот момент. Пишите в комментариях, какой вам больше всего нравится этап маникюра. Будет интересно почитать ваши комментарии. Ну а мы подготавливаем ногти к покрытию. Наношу праймер для улучшения сцепки и базовое покрытие отдельной кистью для того, чтобы не делать толстый объемный слой. Ведь ногти у моей модели сами по себе выпуклые, и тут не требуется большое толстое укрепление. Но предварительно выполним ремонт. На указательном пальчике произошла трещина по точке вроста, как раз таки по причине того, что ноготь растет вниз. Увеличивается нагрузка на кончик, и стрессовая зона не выдерживает, поэтому нередки такие трещины именно по точкам вроста. А для укрепления я буду использовать Bottle гель. Это жесткий гель во флаконе с кистью. Им очень удобно работать благодаря его жидкой консистенции. И будем выполнять такую растяжку омбре цветными гелями. Вот смотрите, буквально несколько движений и уже поверхность ровная. Обожаю такие Bottle гели. Около кутикулы добавляем блесток для того, чтобы было еще более празднично и красиво. Блестящий – это тоже гель-лак, но также можно использовать и сухие блестки, смешанные, к примеру, с базовым покрытием. То есть не обязательно мастеру покупать огромное количество материалов, гелей, гель-лаков, блесточных материалов и так далее. На самом деле в большинстве случаев тоже это можно намешать самому, и у вас будет дополнительный оттенок. То же самое и с цветными гелями. Можно взять за основу молочный и к нему просто добавить цветной гель-лак для получения вот таких пастельных оттенков. Поэтому, если у вас нет большого многообразия различных цветов материалов, не расстраивайтесь. Берите на заметку, смешивайте, только делайте это аккуратно во избежание появления пузыриков. А мы достраиваем архитектуру таким розово-фиолетовым цветом. Он отлично сочетается с данным голубым, и переход получается очень нежным. Кстати говоря, кто обратил внимание, что изначально я не придавала форму ногтям, не опиливала ее, и вот только теперь, после укрепления, я делаю это, благодаря чему приподнимаются клюющие кончики. Также свободный край выглядит более плотным по цвету, то есть нет полупрозрачного покрытия, но и сама форма выглядит более эстетично. Переворачиваем руку и не забываем слегка подпилить изнаночки, убирая толщину, а также убрать грязь, которая скапливается под ногтевой пластиной. Нам остается только перекрыть топом всю эту красоту. Я обожаю пастельные оттенки, и мне кажется, тут они просто идеально сочетаются друг с другом, плавно перетекая один в другой, но облестки около кутикулы дают такой праздничности этому дизайну. Наш результат. Берите на заметку этот лайфхак, применяйте его на практике. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, следите за другими полезными видео с преображением ногтей. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!